Для начала уточнения, Россия и Америка не друзья в космосе, а друзья в космической пантомиме. И они не враги на Земле, а липовые враги. Как только вы поймете, что основной публике ума, как у ракушки, вас перестанет волновать, насколько сумасшедшим вы выглядите в их глазах, делая подобные заявления. Ядерное оружие, перенаселение, вирусы, изменение климата, астероиды, уничтожающие динозавров, инопланетное вторжение – все вранье. Именно это и цель, чтобы вы жили в постоянном страхе. Люби меня или ненавидь, но мой аккаунт является одним из самых занимательных и наводящих на размышления на русском ютубе. Так что просто будь благодарен за это или уходи. А со своей стороны я безмерно благодарна всем тем из вас, кто меня поддерживает, и баню любого, кто оскорбляет моих зрителей. Мы дожили до того, что понимание науки даже на базовом уровне может стать разницей между жизнью и смертью. Это стало новым навыком выживания, покруче любого тревожного чемоданчика. А все те, кто это понял, являются огромной проблемой для инферналов. Техника замешательства, постановочные мероприятия по типу пандемий имеют целью сбить с толку населения с тем, чтобы те потеряли общую картинку из виду, свою власть над реальностью и приняли абсурд за истину. Типа, откуда мне знать, есть столько противоречивых данных. Люди верили каждому куску мусора, выброшенному СМИ про фальшивый недогрипп, и выстроились в очередь за смертельными вентиляторами и инъекциями. Сейчас в исследованиях подтвердилось то, о чем мы говорили еще в 2020-м. Вот статья из журнала клинических исследований апреля 23-го. Мы провели перспективное когортное исследование 585 пациентов с ИВЛ, тяжелой пневмонией и дыхательной недостаточностью. Мы и другие обнаружили высокий показатель вентилятор-ассоциированной пневмонии у пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2, которым требуется искусственная вентиляция легких, что позволяет предположить, что бактериальные суперинфекции, такие как ВАП, вентилятор-ассоциированная пневмония, могут способствовать смертности пациентов с COVID-19. Да вы что, серьезно что ли? Эти выводы предполагают альтернативную гипотезу о том, для холопов она альтернативная, для нас она уже давно реальность, что относительно низкий уровень смертности, непосредственно связанный с первичной SARS-CoV-2 инфекцией, компенсируется более высоким риском смерти, связанной с неразрешимой ИВЛ-ассоциированной пневмонией. Сначала отравили, а в больнице добили. Но лечение, которое убивает, это не лечение, а биооружие, систематическая зачистка. Известно, что взаимодействие между лекарствами являются основной причиной болезней. Но никто никогда не проверял, безопасно ли делать десятки вакцин маленьким детям. Сколько миллионов детей и младенцев было убито или ранено в результате утвержденных массовых программ вакцинации? Никто не знает и никто никогда не узнает. Две самые непристойные научные махинации – это вакцинация и вивисекция. Если кому интересен мой взгляд на вивисекцию, я пишу об этом в своей бесплатной книге «Веган для новичков». Вы определяете оправданность эксперимента по его практической пользе. Однако разница заключается не между полезным и бесполезным экспериментом, а между поведением варварским и цивилизованным. Хотя есть еще одна махинация, с которой надо покончить – вирусная парадигма. Надо покончить с вакцинацией, вивисекцией, вирусной пропагандой. Это было бы лучшим, что могло бы случиться с человечеством. Так вот, стратегия мировых заговорщиков в том, чтобы бомбардировать людей большими объемами информации и атаковать с разных сторон, чтобы сбить с толку. Намеренно создается так много переменных, что большинство не могут посвятить время отслеживанию и анализу каждого шага, плана, ситуации. Когда мне задают вопросы, что думаете, ожидают ответа? Нет, ожидают реакции. Разница есть. То, что ты становишься истеричным при любом упоминании темы плоской Земли, и есть причины их вранья. Тебя это устраивает, их это устраивает. Зачем что-то менять? Истина редко бывает сладкой, в основном она горькая. А истина в том, что нам всю жизнь пудрили мозги. Жизнь на глобусе считается нормальной, а горизонтальная поверхность воды – сумасшедшей конспирологией. Представьте, иметь к себе и человечеству так мало уважения, так мало чувства собственного достоинства, что по-настоящему верить в то, что истинная форма Земли не имеет никакого значения. Но не беспокойтесь, по крайней мере, вы история успеха с точки зрения психопатов. Вы удавшийся эксперимент, если одновременно мать из-за аборта. Как вы смотрите своему ребенку в глаза и думаете, что имели право убить его, когда он был в утробе? Это не имеет смысла и является идеологической обработкой. Мужья не имеют права убивать своих жен или наоборот, чтобы избежать последствий брака или финансовых затрат после развода. А почему тогда родители имеют право
убивать своих нерожденных детей, чтобы избежать последствий спальни или финансовых затрат воспитания детей. Все такие патриоты и защитники коммунизма. Вы знаете, что именно СССР стал первой в мире страной, легализовавшей аборты в 1920-м? Вы знаете, что вам намеренно преувеличили достижения вашей страны, где бы вы ни жили, чтобы превратить вас в псевдопатриота? Вы знаете о том, что QR-коды, дигитальные деньги – это чистой воды коммунизм, причем в самом его дьявольском проявлении, поскольку речь идет о том, чтобы поработить навсегда. Вам знакомо предложение «Революция пожирает собственных детей»? Это очень важное предложение для понимания того, что сейчас происходит в мире. Все сообщники, все те, кто молчат, все те, кто соучаствует, в конечном итоге будут принесены в жертву. И относится это именно к Красной революции. Другие революции не пожирают собственных детей. Мне говорят: а что, капитализм лучше, что ли, коммунизма? Вы не поняли. Это две головы одной и той же змеи. Я как-то упоминала о том, что Красную морили миллионы украинцев голодом. И меня поправляли, что голод, мол, был не в 1920-х, а в 1930-х. Голодомор был и в 20-х тоже. То, что вы не знаете фактов о том, насколько кровав коммунизм, не меняет реальности. Сейчас мы свидетели того же открытого массового убийства, только в намного большем масштабе, теми же темными силами. В плане того, что сейчас происходит во всем мире, для того, чтобы понять общую картинку, нужно освоить все аспекты. Причем тут сваливать все в кучу. Но для тех, кто до сих пор не врубился, может, это и куча. Брутально идти брат на брата, но в Антарктике они совместно защищают пингвинов. Договор об Антарктике. Россия участница, Украина участница. Целью настоящей конвенции является сохранение морских живых ресурсов Антарктики. Предотвращение сокращения численности любой вылавливаемой популяции до уровней ниже таких, которые обеспечивают ее устойчивое пополнение. С этой целью не должно допускаться ее сокращение ниже уровня, близкого к тому, который обеспечивает наибольший чистый годовой прирост. Использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Нет, так-то вы друг друга, только не вон там на юге, а на севере. На юге можете вместе фауну позащищать. Только, разумеется, защищать пингвинов можно только регламентированно и в определенной зоне. Вам не положено знать, что Антарктика – это и есть тот самый край, и юг не точка, а окружность. Мы живем в мире из ненастоящих людей, ненастоящей еды, ненастоящей медицины, ненастоящей погоды, ненастоящих новостей, ненастоящей истории, ненастоящих пандемий, ненастоящих революций, ненастоящей духовности. И после этого еще удивляемся, почему люди ненавидят правду. Это понимание позволит ясно видеть истину. Поскольку вы знаете обо всех частях целого и о том, как они взаимодействуют друг с другом, то можете, соответственно, видеть закономерности и их цели и мотивы. Несколько психопатов ведут войну против всего населения. Они пытаются контролировать или уничтожить 95% всего населения. Им удалось ввести большому проценту населения биооружие, используя поддельный вирус. Они скрывают этот факт с помощью пропаганды и газлайтинга. Скрывают массовое убийство инъекциями Третьей мировой войной. Они будут продолжать пытаться убить всех нас. Мы можем и должны управлять своей жизнью. Их цепи – это иллюзия, которая поддерживается только добровольным согласием. Никогда не соглашайтесь, не заключайте договоров с авторитетами, не признавайте власть этих головорезов. Они продали человечество за зарплату, жалкие нравственные калеки. Может, им еще и не поздно встать с людьми и искать искупления? Не позволяйте себя запутать обилием информации. Основная правда в том, что нам лгали и пытались нас убить. Все, мы больше им не будем доверять, они отрезаны. Правда освободила нас. Мы уже свободны, всегда были такими.